О-хо-хо, а вот эти часы я вам хотел показать, наверное, уже целый год. И, наконец-то, этот момент настал. Вот он, Seagull Retrapant, референс 418 13 10 77. И, знаете, Seagull давно показал, что может делать самую сложную механику, те же турбионы, и получать высокие награды в Европе. Но не так давно, в конце 2024 года, они вообще ворвались в лигу избранных со сплит-секонд хронографом или ретрапантом. И такие усложнения делают гиганты Patek, Lange и так далее. А у Seagull это к тому же еще и самый доступный ретрапант в мире. Спасибо Борису Бойко и Bestwatch дали эти часы мне на обзор. Я могу вам их детально показать и про них рассказать. И вот вы знаете, столько хотел рассказать про ретрапант, а вот сейчас увидел их первый раз вживую, до этого только на рендерах, а рендеры у Seagull, честно говоря, это так себе. И вот первым делом хочется даже поговорить не про это усложнение, а про циферблат. Здесь просто вот по лекалам 40-х годов хронограф сделан вот максимально классический, такой, знаете, вот умилительно классический, вот квинтэссенция, вот прям вот как надо сделали, все как надо сделали. Чуть-чуть утопленные счетчики здесь, хронографу 30 минут, основная секундная стрелка, такие стрелки-листья, термически синеные, аккуратно логотип Seagull, накладные здесь метки, шкала хронографа, тахиметрическая, да, шкала у нас здесь, тонкие пушеры, приплюснутая заводная головка, зеркальная полировка, купольная, посмотрите, коробочное сапфировое стекло. Кстати, здесь сапфиры с одной и с другой стороны. Как вот они тщательно проработали, а? Ой, красавчики. Они сделали хронограф вот такой, какой он должен быть. Прям как будто бы это вот хронограф из Швейцарии, там, 40-х, 50-х годов. Класс. Я думаю, это было сделано нарочито, специально, потому что историческое, да, усложнение, исторический хронограф, историческая веха, потому что Seagull сделал самый доступный в мире ретрапант. Я, кстати, ссылку оставлю в описании к ролику. Посмотрите, сколько он стоит Bestwatch на момент публикации ролика. И всегда ретрапант считался одним из самых сложных для производства, из разработки. И на самом деле, если сравнивать, то сейчас самые доступные, это, наверное, Хабринг, там примерно 10 тысяч долларов. Брайтлинг есть еще, B01, по-моему, 11 тысяч долларов. А китайцы сделали это в 3, там даже чуть больше раза дешевле. И причем в такой вот красоте, да, в такой классике, елки-палки. А еще в титане, кстати, здесь титан. Водозащита 50 метров, корпус титан, купольный сапфир, 2 пушера хронографа и пушер ретрапанта у отметки 10 часов. Пушеры, кстати, сделаны из гильюше. Ай-яй-яй, какая милая такая приятная новость. Класс. Ремень из кожи аллигатора с классической застежкой. И что касается калибра, самое, наверное, главное, хотя я вот тоже думал самое главное, а мне внешний вид понравился. Так вот, здесь внутри калибр разработанный новый ST1961. Понятно, что на базе ST1901 он построен. И здесь вот эта функция Split Second, это дополнительный модуль к механизму. Изящно, достаточно просто они сделали реализацию ретрапант примерно так же, как это реализовано, например, в Хабринг. Да? По механизму здесь 27 камней, 28 800 полуколебаний в час и 39 часов запас хода. И заявлено, что механизм, его части, да, они уже финишная отделка делается вручную, и это лимитка 500 штук всего. И вы спросите, что такое, Дэн, ретрапант? А это французское слово, переводится как «догнать». Дополнительная секундная стрелка, которая скрыта под основной. Мы с вами запускаем хронограф. У нас идет одна стрелка, да, а вторая под ней. Мы нажимаем на кнопку специальную, да, у отметки 10 часов это кнопка Pusher 10, пушер ретрапанта. Нажимаем. Останавливается у нас основная секундная стрелка.
вторая идет, продолжает идти. И это позволяет замерять интервалы времени. Собственно, для чего это используется? Да? Для замерения кругов, например, да, или в гонках, отрезков каких-то. Понятное дело, что раньше это было прям необходимо, сейчас это больше такая вот эстетская тема, механическая тема для фанатов часов. Мы нажимаем обратно на кнопку ретропант, и она возвращается, то есть они опять вместе идут. То есть мы участок уже, да, отрезок замерили и идем дальше, мы его увидели. Да, захотели опять замеряем. Так, вот здесь у нас там 25 секунд прошло, опять раз сбрасываем, и он идет дальше. Это очень сложно, очень дорого реализовать, и очень мало компаний, которые делают такие механизмы. Ну, вы сами понимаете, да, там сплошь величайшие наименования, которые достаточно дорого это все продают. Ну и все, как обычный хронограф сбрасываем, вот у нас опять все в ноль вернулось. То есть мы можем сплиты, да, вот эти вот замерять интервалы и отрезки времени. Круто? Еще как. Ну давайте про банальное, про размеры. Про размеры. Так, вот здесь давайте попробуем. В этой части корпус расширяется немножко. 42 я намерил. С учетом купольного стекла, ну оно здесь коробочное, прям высокое, 16. Я думаю, без стекла будет сильно меньше, может быть где-то 13, 4, ну да, где-то 13. По ремешку сколько здесь? 22. И ушки достаточно длинные здесь, 48,4. 48,4. Ну, в целом это универсальный размер, я думаю, да. Мое запястье 18,5. Ого, хорошо сидит. Хорошо сидит. Ушки загибаются вниз. Удобно. Несмотря на высокий корпус, да, и в немалой степени, ну, там, понятно, две стрелки друг по другу место занимают. Кстати, очень аккуратно, очень аккуратно. Класс. Элитные часы, сразу видно, что бабло уплачено не зря. Видно, что дорого. По отделке здесь шикарно. Очень красивое, мелкое такое сатинирование по боковой части корпуса. Рант зеркальный. Гляньте, какое высокое здесь стекло. Дальше идет опять зеркальная полировка. Да, титан они классно сделали. Знаете, вот со стороны смотришь, как будто бы это вообще сталь какая-то. А это титан, это титан. Зеркальная полировочка прям выше всех похвал. Очень круто. Красавчики, сделали прям пушку. Пушку и доступную. Ну и здесь просто царство роскоши. Ой, механики. Это классно. Знаете, хотел сказать, что это такая коллекционная вещь в коллекцию для ценителей механики. Но вот когда приложил к запястью, так посмотрел, как смотрится. Да, в принципе, при желании эти часы можно носить и каждый день. Понятно, что вряд ли будете, потому что это все-таки, ну, это эксклюзив, да, это исключительные часы. Но при желании вполне можно. Слушайте, как хорошо сделан циферблат. Такой с душой, я бы сказал, сделан. Очень качественно, но и при этом очень винтажно. Ну и вот она, красотулечка-то где. Вот, 495 500. Ой, шикарно. Вот это, знаете, душа порадовалась. Прям настроение поднялось. Вот чего кажется, да, вечер, я вот вечером в пятницу уже тяжелая неделя была. Садишься записывать ролик, Сигал, ретропант, все, красота, пушка, бомба. Технически, конечно, вау, а по цене вау. И знаете, что, наверное, больше всего порадовало и впечатлило, это то, что визуально мне эти часы очень понравились, потому что все сделано с душой, проработано и, что называется, по классике. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.